я заглянул прямо в пасть самой большой акулы в мире. Всем привет, с вами Илья, и я только что вернулся с Мальдив, где жил и занимался дайвингом. И сейчас я вам покажу и расскажу, что же я такого увидел в глуби океана. Поехали! Целую неделю я жил в открытом океане на корабле, который называется Солейл-2. Мне достаточно повезло, я случайно кликнул не на ту кнопку и жил в каюте просторнее обычного на средней палубе. Эти хоромы для меня одного. Так вышло. В целом, я тут проводил не очень много времени, если честно. Итак, как же проходил мой день? Каждый день, как и каждый дайвинг, начинался с брифинга. Потом было 10 минут, чтобы собраться, одеться и спуститься на специальный маленький корабль, который называется Дони. Дони нас отвозил на место погружения, где мы, собственно, погружались. И потом, после погружения, он отвозил нас обратно. После этого было время, чтобы помыться, переодеться и сразу же садиться есть. Еда была готова, как только мы приезжали обратно с дайвинга. Потом было час-два свободного времени до следующего погружения. В это время люди обычно перебирают фотографии, общаются или просто спят. Итак, 3 раза в день. Дайвинг, поесть, отдых. Дайвинг, поесть, отдых. Дайвинг, поесть, отдых. Дайвинг, поесть, отдых. Правда, каждое утро брифинг был около 6-7 утра. То есть просыпался я уже сразу под водой. Ну что ж, пришло время прыгать. Здесь, под поверхностью воды, скрывается настоящий рай для дайверов, полный ярких красок, кораллов и экзотических существ, которые кажутся пришельцами с другой планеты. И одни из этих пришельцев – вот эти красавцы. Знакомьтесь, акулы-няньки. Нас отвезли в специальное место, где их прикармливают. И мы там много с ними плавали и, конечно, фотографировались. Хоть и есть редкие случаи нападения на человека, они в целом не представляют опасности, особенно когда они хорошенько покушали и уже спят. Вы только посмотрите, какие они милахи, ну просто котики.
А дальше просьба всем таласофобам подвинуться поближе к экрану. Ведь вас ожидает самая большая акула в мире. Встречайте. Йоу. Это китовая акула, и она представляет ровно 0 опасности для людей и питается исключительно планктоном. На корабле специально разместили фонарь сзади, чтобы привлечь планктона, и чтобы акуле было много и вкусно. Так что бояться нечего. Все на корабле плавали с ней столько, сколько влезет. И она плавала вокруг корабля и ела планктон всю ночь. Только посмотрите на ее размер. Она как 4 меня. Метров 8 не меньше. Напишите в комментариях, осмелились бы вы поплавать с этим гигантским чудом природы. Напоследок я оставил свое любимое, наверное, открытие в океане. За всю эту поездку. Эти создания, они большие, красивые, очень грациозные. И вообще-то они носят название как гигантский морской дьявол. На самом деле дьяволического в них, конечно, ничего нет. Манты, как и китовые акулы, питаются исключительно планктоном, даже мелкие рыбки не трогают. И игнорируют людей. Размах их крыльев примерно как 2 человека, то есть они в целом как половина китовой акулы. И приплыли они просто, чтобы маленькие рыбки их почистили, то есть это их станция очистки. Стоит признать, что дайвинг связан с некоторыми неудобствами на корабле. Например, бывают волны, и корабль качает. Это все решаемо с помощью таблеток или просто со временем привыкаешь. Еще в Диком океане, особенно рядом с островами, бывают, конечно же, течения, подводные течения, с которыми надо просто учиться справляться. Это вопрос навыка. А также это тропики. И в мою поездку с погодой вообще не повезло. Было пасмурно и очень часто лил дождь и был сильный ветер. Но это мелочи. И на самом деле Мальдивы просто какой-то клад подводного мира. А сам дайвинг — это невероятное занятие. Он дарит кучу просто эмоций и какие-то ни с чем не сравнимые ощущения. Когда ты оказываешься под водой, время просто останавливается. Все мысли в голове утихают. Остаешься только ты, подводный мир и вот это вот ощущение левитации.
спасибо за просмотр. Потыкайте там какие-нибудь кнопочки снизу, типа лайк, подписаться. Ну, вы сами все знаете. И надеюсь, до скорых встреч. Пока. I'll come back in